Ну что, всех приветствую. Сегодня давайте запишем с вами в преддверии лунного затмения, в преддверии осени, расклад, что вас ожидает на эту осень. Расклад будет легкий, максимально продуктивный и описывающий по картам Дорин Верчи, по картам архангелов, по картам вознесенных мастеров, высших учителей. Загадывайте первые 3 позиции. Сегодня у меня ветрено, и карты оставлять в раскладе я не буду, а буду их собирать. И давайте приступим к первому раскладу. Загадайте, что вы чувствуете на эту осень, чего бы вам хотелось, какие вопросы у вас есть, если есть вопросы. И приступим. Расклад будет на 3 варианта. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, что вас ожидает этой осенью, и я буду просматривать 3 карты. Первая карта для вас. Воспользуйтесь своей силой. Архангел Разиэль, используя данные вам силу и смысл, явите божественную благодать в своей жизни. А значит, возьмите ситуацию в свои руки. Первая половина осени, сентябрь, как раз период начала затмений, коридора затмений. Возьмите ситуацию в свои руки. Возьмите ответственность за себя и за свою жизнь, и за жизнь ваших близких тоже в свои руки. Начните пользоваться своей силой. Проявите ее миру. Следующая карта для вас на осень, октябрь. Мужество. Архангел Ариил. Будьте мужественными и отстаивайте свои убеждения. Я скажу так, что у нас второе затмение 2 октября. Это солнечное затмение, с которым начинается прирост Луны. Но при этом всем затмение в соединении с черной Луной и кармическим узлом прошлого Кету. А соответственно, этот период октября, особенно начало октября, может быть под иллюзиями, может быть под манипуляциями, может искажаться восприятие, искажаться взаимоотношения, могут быть различные провокации. И я советую, да, будьте мужественны, как и советуют вам карты. Не переживайте, у вас все получится, но главное, держите свою внутреннюю силу внутри и будьте смелыми, действуйте, отстаивайте свои позиции и не бойтесь. Следующая карта для вас на осень, а именно ноябрь, ясночувствование, Архангел Рагуил. Обращайте внимание на повторяющиеся физические и эмоциональные ощущения. Это знаки божественного руководства. Ну, прекрасные пожелания. В ноябре у нас начнутся периоды ретроградности Меркурия и Марса. И, соответственно, этот период Марс будет еще в ретро-петле, но фактически уже ретроградный период запущен. И, соответственно, постарайтесь довериться своей интуиции, довериться своим ощущениям, активировать, заниматься очищающими практиками, активировать свои ощущения, активировать свою интуицию. Обращайте внимание на все возможные знаки, которые могут проявляться вокруг вас в этот период. Знаки и интуиция будут давать вам подсказку, как поступить в вашей ситуации на данный момент. И мы переходим с вами к также рекомендации для вас, для первой группы, рекомендации от вознесенных мастеров. И это будет карта «Сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах». Аполлон.
Вы знаете, очень всегда созвучно выдают карты ответы. И вот, смотря на расклад, который мы разложили для первой группы, я скажу, что здесь задача быть смелыми, быть уверенными в себе, быть настойчивыми и сконцентрироваться на своих сильных сторонах. Не бояться проявить свой талант, свою силу, свой интерес. И это всегда будет вас поддерживать. Будьте настойчивы и развивайте свои экстрасенсорные способности. Развивайте, усиливайте свою интуицию. Такие рекомендации для вас от карт на осень 2024 года. Вообще, вы можете эти расклады применять в любой период, я считаю, потому что я подобные расклады не делаю часто. Это как, скажем так, отвлечение, и прогностика всегда соответствует вашему ментальному, психоэмоциональному состоянию на данный момент. Но вы должны понимать, что меняется ваше решение, меняется ваш психоэмоциональный фон, и, соответственно, меняется расклад. Поэтому эти расклады – это как подсказки, вдохновение, на чем следует сконцентрировать внимание сейчас и как можно себя откорректировать. Но не 100%, знаете, как диагноз стопроцентный. Потому что все зависит от человека. Если человек сейчас развивает себя духовно, ментально, если человек старается применить все возможные энергетические, духовные, психотерапевтические практики в своей жизни, а значит, он влияет на свою карму, он влияет на карму своих предков, на карму своего рода. Немножко покажу вам вид вместе с облаками. И это вторая группа. Для тех, кто загадал второй расклад, сейчас для вас посмотрим, какая будет осень 2024 года. Итак, первая карта для вас. Первая карта для вас — преодоление трудностей. Архангел Иеремил. Худшее для вас теперь позади. Все прежние преграды преодолены. Это прекрасно. Это говорит о том, что все, что вы преодолевали ранее, все, что происходило с вами ранее, сейчас уже на этапе полного преодоления, и осталось буквально чуть-чуть. И это очень созвучно с затмениями. Коридор затмения — это период перемен, это период также возможностей. Помимо того, что это турбулентный период, повышается очень сильно психоэмоциональный фон у людей, и это помогает иногда принять решение и сделать шаг. Иногда, конечно, это делается на эмоциях, но это не значит, что это плохое решение, либо это решение не было обдумано вами ранее. Но понимайте, что все решения, которые вы принимаете в период затмений, продолжая наш расклад, продолжим. Решения, которые принимались вами ранее, эти решения для вас судьбоносные и будут действовать на ближайшие 9-18-18,5 лет по кармическим узлам, соответственно. И события, соответственно, будут проигрываться, тематика будет проигрываться подобная. Продолжаем расклад для второй группы. Кто выбрал второй расклад, и для вас карта на октябрь месяц. Дети Индиго. Дети Индиго, Архангел Метатрон. У вас есть дар работы с детьми. Вы можете оказать помощь особенно чувствительным детям. Это прекрасный период. Возможно, у вас будет зачатие в октябре. Возможно, у вас будет больше контакта с детьми. Вот как раз сейчас с моря вышел мужчина с ребенком. Тоже символизм определенный. Согласно конкретно вашему раскладу. Это также задача уделить внимание своему внутреннему ребенку. Это задача побеспокоиться, позаботиться о своих детях. И, возможно, если вы как-то можете повлиять или помочь творчеству, развитию детей, своим собственным идеям и начинаниям, занимайтесь. В октябре это будет хорошее время. Только учитывайте, что у нас
коридор затмений и второе затмение 2 октября солнечное в соединении с черной луной. Если вы хотите начать что-то новое, я советую хотя бы 6, ну вот хотя бы с недельку спустя отложить этот период. И следующая карта для вас на ноябрь, 3-я карта на осень, это творческое письмо. Архангел Гавриил. Напишите статью, книгу или заведите дневник. Поделитесь своими мыслями, возможно, заведите аккаунт, создайте аккаунт, возможно, поделитесь своими мыслями со своими близкими, возможно, сделайте какой-то пост, публикацию, возможно, заведите реальный дневник и начните записывать свои мысли, свои действия, а потом наблюдайте, какие будут результаты, и анализируйте себя, перечитывая свои же записи. Итак, расклад для вас, совет от вознесенных мастеров для второй группы. Это сила радости, Майтрея. Как соответствуют, вы знаете, расклады. Сила радости, если смотреть с позиции астрологии, это тоже 5-й дом. Дети, которые вам по раскладу выпали 5-го, тоже по 5-му дому на октябрь. И в принципе творчество, писательство, это тоже подходит под тему создания, сотворения чего-то нового. Поэтому все созвучно. Позвольте проявиться творчеству в своей жизни и понимайте, что все старое уже уходит из вашей жизни, все ваши препятствия преодолены вами. Постарайтесь отпустить их и не переживать по этому поводу. Ребенок рядом расстроился, намочился и решил высказать свое мнение. Давайте продолжим. Так, расклад для 3-й группы, кто выбрал 3-й показатель. 3-й расклад. Для вас расклад на осень 2024 года. И предлагаю для вас ваши карты. Итак, что говорят нам архангелы? Первая карта для вас интересна на сентябрь месяц. Психолог. Архангел Азраил. Вы прирожденный психолог, и многие люди получают пользу от советов и моральной поддержки. Очень интересно, что вы можете начать применять уже в сентябре те знания, которые, возможно, вы получили по психологии, либо знания, которые вы могли просто интуитивно чувствовать, отвечая на вопросы ваших близких, друзей, знакомых. И эти знания вы могли бы также делиться этими знаниями, либо усовершенствовать их, организовать, систематизировать. Немножко покажу вам красивый пляж, море и облака. Сегодня красивый такой слегка облачный день. И если, возможно, вы в сентябре примете решение записаться на курсы астрологии, психологии, нумерологии, психотерапии, либо поступите на высшее обучение, высшее учебное заведение, это всегда будет приветствоваться, и это помогает раскрыть ваши таланты, ваши способности, которые вы можете применить потом в реальной практике с людьми. Итак, карта для вас следующая. Еще скажу, что в сентябре во всех ваших жизненных ситуациях будьте, скажем так, осмотрительны и принимайте решения или делайте выводы, опять же таки, с позиции психологии, то есть не будьте однозначны в своих суждениях. Следующая карта для вас на октябрь – это обзор жизненного пути. Архангел Иеремил. Проанализируйте свою жизнь и постарайтесь наладить в ней все, что утратило баланс. Но это очень созвучно для октября, потому что, во-первых, продолжает тему анализа, психологии,
подведения итогов, возможно прохождение психологических, духовных, энергетических практик и наведение порядка и баланса, гармонии во всей вашей жизни. Учитывая коридор затмений, который активируется сейчас, это у нас получается конец сентября и октябрь, оба периода, оба затмения имеют отношение и связь с иллюзиями, с показателями черной луны, с манипуляциями и тому подобное. И, соответственно, постарайтесь навести порядок, если это необходимо в вашей жизни, в ваших мыслях, в вашей голове. Это будет очень благоприятно для вас. И теперь продолжим. Третья карта для вас на осень, ноябрь. Очистите свое пространство. Архангел Иофил. Освободитесь от суеты, очистите энергию вокруг себя и практикуйте фэн-шуй. Продолжая тему расклада для вас, это все, что связано с очищением, с анализом, с гармонизацией, с духовными энергетическими практиками. И, конечно, здесь хорошо подойдут как сеансы чисток, которые я провожу, вы можете записаться ко мне на сеансы, также посты, аскезы. Вы можете самостоятельно подобрать для себя определенную аскезу и проявить ее в своей жизни, сохраняя себя от каких-то излишних мыслей, негативных эмоций и помочь себе восстановиться. Это осень для вас, для анализа и для гармонизации, для очищения, особенно на уровне мысли, форм, установок, которые сформированы в вашей жизни, позитивные или негативные. И продолжая для третьей группы, прервалась звонком видео, но ничего. Продолжая для третьей группы, также совет и рекомендация от вознесенных мастеров, а именно на эту осень 2024 года. Вы можете сделать это, Архангел Михаил. Вы можете изменить свои установки, вы можете освободить себя, вы можете вычистить завалы как в доме и в своей ауре, в том числе аура дома. Это также сеансы чисток, только для помещения, для пространства. Вы тоже можете их заказать у меня, если есть желание и возможность. А также самостоятельно вы можете сделать те ваши задумки, реализовать ваши задумки, которые вы для себя запланировали. Особенно, которые согласны, созвучны с темой ментальной, духовной проработки и очищения. Такой ответ для вас, такой прогноз для вас. Благодарю за ваше внимание, благодарю за то, что были со мной. И желаю вам прекрасной осени. Всем желаю отличного настроения, позитивных, счастливых событий и побольше, конечно, осознанности и любви в жизни. Будьте миролюбивы и несите мир в эту жизнь. Когда вы общаетесь с кем-то, понимайте, что вы общаетесь с душой человека. Ваша душа общается с душой другого человека. Будьте миролюбивы, несите мир в нашу жизнь. Во благо.